Жарким летним днем Сара гуляла по густым джунглям природного заповедника в Африке. Она была фотографом и искала идеальный снимок редкого клана горилл, обитавшего в этой местности. Сара была взволнована, но в то же время и немного нервничала, потому что знала, что этот район опасен, а гориллы могут вести себя непредсказуемо, если почувствуют угрозу. Достигнув поляны, он обнаружил группу горилл, мирно играющих друг с другом. Он осторожно подполз поближе, чтобы лучше рассмотреть, но внезапно он споткнулся о корень и упал на землю, ударившись головой о камень. Боль была невыносимой, и все вокруг почернело. Сара лежала без сознания на земле с камерой рядом с собой, когда ее обнаружил лидер группы горилл, мощный серебристоспинный зверь по имени Кита. Сначала он встревожился, но потом понял, что женщина не представляет угрозы. Осторожными шагами Кита подошел к находящейся без сознания Саре и с любопытством осмотрел ее. Большая горилла медленно наклонилась и осторожно подняла Сару на свои сильные руки. Он поднял ее, как раненого ребенка, и отнес в тенистое место под большим деревом, где она осторожно уложила ее. Кита почувствовал, что что-то не так, и начал издавать тихие звуки, сигнализирующие другим гориллам держаться подальше. Прошли минуты, а Кита оставался рядом с Сарой, бдительный, как будто знал, что ей нужна помощь. Его глаза не сводили с нее глаз, время от времени он прикладывал свою огромную руку к колбу Сары, как будто проверяя ее температуру. Через некоторое время Сара медленно начала приходить в сознание. Она открыла глаза и посмотрела прямо в глубокие карие глаза гориллы, сидевшей рядом с ней. Парализованная страхом, она с трудом могла поверить в то, что видела, но вместо паники он почувствовал странное спокойствие. Кита не был агрессивным. Напротив, он, казалось, беспокоился о ней. Когда Сара осторожно встала, Кита немного попятился, но продолжал держать ее под пристальным взглядом. Она почувствовала глубокую благодарность к этому могущественному животному, которое, очевидно, защитило ее от дальнейшей опасности. Он медленно встал, все еще на трясущихся ногах, и снова взял камеру. Прежде чем уйти, она еще раз взглянула на Кита, который смотрел на нее мягким взглядом. В этот момент Сара поняла, что поделилась уникальным опытом с существом, которое проявило гораздо больше сострадания и понимания, чем она когда-либо могла себе представить. Со слезами на глазах она повернулась и пошла обратно, за помощью. Но она никогда не забудет, что сделала для нее эта горилла. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.